Привет, друзья! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. История называется Маша. Это девочка Маша. И 3 медведя. Маша и 3 медведя. Итак, жила-была девочка Маша. Маша захотела пойти гулять в лес. Да? Давайте нарисуем. Это у нас лес. То есть Маша пошла гулять в лес. И когда Маша гуляла в лесу, да, она... Где мой дом? Да? Маша не знает, где ее дом. И Маша такая шла по лесу. И Маша увидела маленький домик. Да? Это домик. Но этот домик, это не дом Маши. Маша не знает, чей это дом. Но это дом 3 медведей, да? То есть в этом доме живут 3 медведя. В этом доме живет папа медведь, мама медведь и маленький медвежонок. Да? Медвежонок. Да? 3. Вот. Это маленький медвежонок. Папа медведь, мама медведь, медвежонок. Вот. Они живут в этом доме. Но сейчас, когда Маша, да, у нас Маша, когда она пришла к этому дому, в доме медведей не было, потому что медведи пошли гулять в лес, так же, как Маша, да? И тогда Маша открыла дверь, да, у нас дверь, и зашла в дом. В доме было 2 комнаты, да? То есть 2 комнаты. Одна комната столовая. Столовая. И другая комната это спальня. То есть в столовой мы едим, да, а в спальне мы спим. Вот. И в этом доме, в доме медведей, было 2 комнаты, столовая и спальня. Маша, она гуляла долго, да, долго по лесу. И она была уставшая, но она была голодная, да. Маша говорит: я хочу есть. И Маша пошла в столовую. Да, давайте нарисуем здесь у нас. Вот. Это мы сейчас сотрем, чтобы у нас было больше места. Запомнили, да? 3 медведя. Вот. Когда Маша пришла в столовую, она увидела большой стол. Да, мы нарисуем сейчас стол. Да, это стол. И на столе стояли 3
чашки. Да? Это чашки. То есть одна чашка. Да? 3 чашки. Вот. И в чашках был суп. Маша подошла к большой чашке. Она взяла ложка, да, ложка. Здесь также есть 3 ложки. Она взяла ложку, она поела суп из большой чашки. Но Маше не понравился суп. Потом Маша взяла среднюю ложку. Да, у нас есть большая чашка, средняя чашка и маленькая чашка. Она взяла среднюю ложку и поела из средней чашки. Но Маше опять не понравился суп. Но когда Маша поела из маленькой чашки, то Маша... вкусно! Да, Маша сказала вкусно. Это ей очень понравился суп в маленькой чашке. Также рядом со столом было 3 стула. Да? Давайте нарисуем. Да, это стул. Так, мы сейчас уберем имя Маша. Да? Стол, стул. Вот, было 3 стула. Один большой стул, один средний стул и один маленький стул. Или мы можем сказать стульчик. Да? То есть большой стул, маленький стульчик. Вот. Маша села на большой стул, и он был такой большой, что Маша бум, упала со стула. Да? А после этого Маша села на средний стул, но он был неудобный, да? Некомфортный стул для Маши. После этого Маша села на маленький стул, и Маша засмеялась. Она была такая счастливая, потому что стул был очень удобный и комфортный. После этого Маша, она взяла маленькую чашку, села на маленький стул и начала есть суп. Она ела и весь суп съела. После этого Маша сидела на стуле, и она начала качаться. Да, так. И когда она качалась на стуле, то она упала со стула и сломала стул. Маша. Да, она сломала стул. Он весь сломан. Сломан, да, это сломанный стул. Вот. Так что Маша создает много проблем в доме медведей, но медведи не знают, потому что они гуляют в лесу. Теперь, конечно, Маша, она поела, и она захотела спать. Тогда она пошла из столовой в спальню. Да? Она пришла в спальню. Когда она пришла в спальню, она увидела 3 кровати. Да? У нас была такая большая кровать. Это кровать. Да? Это большая кровать. Маша легла на большую кровать, но
там было много места, и она такая, ох, как-то слишком много места. Вот, ей не понравилась большая кровать. После этого Маша легла на среднюю кровать. Да, у нас есть средняя. Да, это у нас подушка, одеяло. Вот. Но средняя кровать была тоже неудобная для Маши. Она полежала, но нет, ей не понравилось. И потом Маша увидела маленькую кровать. Да, такую красивую. Вот она. Это маленькая. Да, средняя, маленькая примерно похожи, но это маленькая кровать. Да, она легла на маленькую кровать, и ей было так удобно, так комфортно, что она сразу уснула. Да? Вот тут Маша лежит, давайте ее нарисуем. Вот она. Она такая. Так легла и уснула на кровати. Вот, и Маша спала. В это время медведи, они вернулись, да, они пришли домой из леса. И они видят, что дверь открыта. Они такие, кто-то в доме. Па-па-па. Да, медведи, они заходят в дом и идут в столовую. Они смотрят, и папа медведь смотрит на стол. И он смотрит на его чашку. Он говорит, кто поел из моей чашки? Да? После этого мама медведица, да, она смотрит на ее чашку и говорит, кто поел из моей чашки? А потом медвежонок смотрит на его маленькую чашку и говорит, кто поел из моей чашки? И все съел, да, все съел. То есть больше нет супа в чашке медвежонка. Да, кто? Я не знаю. Потом папа медведь посмотрел на его стул. Такой, кто сидел на моем стуле? Говорит папа медведь. Потом мама медведица говорит, кто сидел на моем стуле? Да? И потом медвежонок смотрит на его стул и говорит, кто сидел на моем стуле и сломал мой стул, да? Сломал. Давайте запишем. Сломал мой стул. Вот. Медведи очень сердитые, да? И они идут в спальню. Когда они пришли в спальню, папа медведь, он смотрит на его кровать и говорит, кто лежал на моей кровати? Мама медведь смотрит на ее кровать и говорит, кто лежал на моей кровати? И после этого медвежонок тоже смотрит на его кровать и говорит, кто лежал на моей кровати? Вот она! Да, медвежонок увидел Машу и закричал так, вот она, держите ее, да, то есть держите. Вот, Маша открыла глаза и смотрит на медведей. Она думает, о боже мой. И Маша быстро выпрыгнула с кровати и побежала к окну. Вот, медведи побежали за Машей. Вот, Маша выпрыгнула, да, выпрыгнула из окна и побежала в лес. Но медведи, они были очень голодные, да,
И они были очень уставшие, потому что они долго гуляли в лесу. А Маше было много энергии, потому что она поела, она поспала, и она быстро бежала. А медведи бежали медленно. И, конечно, Маша убежала. Вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравилась моя история. Если вы хотите видеть больше таких историй, то не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик и также пишите в комментариях, если вы знаете эту историю и если не знаете, что вы о ней думаете. Также, если вы хотите видеть транскрипцию к этой истории и какие-то слова, вокабуляр, то вы можете посмотреть это в Патреоне. В нашем Патреоне вы можете видеть под видео, там будет ссылка, вы переходите, и там есть не только это, там есть много интересных материалов, бонус, видео и другие классные штуки. Ну, это все на сегодня, друзья. Спасибо, что были со мной. Учите русский и пока-пока!